Привет, друзья! Громкий политический шум на фоне внешней тишины. Вот что сегодня происходит в Берлине. Все началось с неожиданной утечки. Внутренняя служебная записка, оказавшаяся в руках журналистов, указывает на активное и возможное несанкционирование присутствия ЦРУ в самом сердце немецкой политической системы. Да, официально все объясняется сотрудничеством между союзниками, но это объяснение все чаще вызывает только усмешку у тех, кто знаком с реальным положением дел. Факт. Американская разведка нередко знает решения немецкого правительства раньше, чем их озвучивают на внутреннем уровне. Кто и зачем передает эти данные? Почему в Вашингтоне уже на следующий день анализируют то, что в Берлине было обсуждено за закрытыми дверями? Это шпионаж, завернутый в обертку сотрудничества. Или все еще хуже, политический контроль извне, выстроенный годами. Некоторые источники уверяют, под контролем ЦРУ не просто министры, а целое направление немецкой внутренней и внешней политики, от оборонного ведомства до вопросов энергетики и миграции. Как? Через персональные связи, через консалтинговые структуры, через бывших сотрудников разведсообщества, получивших советнические посты. Факт остается фактом. Германия сегодня, кажется, давно перестала быть полностью суверенной. И вот главный вопрос. Почему Фридрих Мерц молчит? Канцлер, который декларирует курс на независимую Германию, не делает ни одного громкого заявления по поводу шпионажа союзников. Не поднимает тему парламент. Только инсайдеры намекают, если Мерц заговорит, откроется ящик Пандоры. Насколько глубоко Соединенные Штаты Америки встроились в немецкую вертикаль власти и почему это становится известным только из неофициальных источников. Это уже не просто политика, это борьба за контроль над страной. Тихо, без громких заголовков в официальных СМИ, но последствия могут быть огромными. Германия сегодня под внешним наблюдением, а народ об этом почти ничего не знает. Еще интересно то, что за красивыми фразами про партнерство скрывается все более тревожная реальность. Берлин под внешним наблюдением, информация, которая должна оставаться внутри федерального правительства, странным образом оказывается в руках зарубежных структур, причем систематически. Это не разовая утечка, это система. Эксперты уже называют происходящее двойным управлением страной. Формально Германией управляют избранные органы – канцлер, министры, парламент. Но на практике многие решения уже на стадии обсуждения попадают в сферу влияния внешних игроков, в спецслужбы, консалтинговые центры, транснациональные фонды. Куда смотрит БНД? Почему никто не расследует? Как и раньше, Вашингтон заранее узнал о смене главы Минобороны. Это просто согласование интересов или прямая вербовка источников в немецком правительстве. За канцлером Мерцем все увереннее закрепляется ярлык управляемого лидера. Ему указывают, с кем можно вести переговоры, какие реформы нежелательны, с кем лучше не спорить. А молчание по поводу ЦРУ не слабость? Или он сам часть этой системы? Ряд наблюдателей говорят о сети агентов влияния, встроенной в немецкую политику еще со времен Холодной войны. После объединения Германии она не исчезла, лишь поменяла форму. Сегодня это люди с хорошими биографиями, с должностями в парламенте, с постами в комитетах. Но они ориентированы не на избирателя, а на внешнюю координацию. И вот главный вопрос, почему народ об этом не знает, почему немецкие СМИ предпочитают говорить о внутренней повестке, замалчивая крупнейший геополитический скандал последнего десятилетия. Берлин буквально погружен в туман двойных игр, и пока непонятно, кто играет против кого. Возможно, это остатки старой трансатлантической модели, возможно, это активная фаза новой конфигурации власти в Европе, но ясно одно – Германия утратила контроль над собственными данными. И если сейчас не задать неудобных вопросов, потом будет уже поздно. Потому что демократия теряет не за одну ночь, а шаг за шагом под прикрытием дружбы и партнерства. Мы с вами видим, что пока Германия внешне выглядит как стабильная демократия, но внутри политической системы разворачивается настоящая скрытая война. Это уже не просто конкуренция партий, это борьба двух миров, двух концепций будущего. С одной стороны, новая команда во главе с Фридрихом Мерцем, делающая ставку на реформы, модернизацию и отказ от старых связей с брюссельскими структурами. С другой, это мощная старая гвардия, унаследованная от эпохи еще Ангелы Меркель, бюрократы, политики, финансовые элиты, привыкшие действовать по правилам вчерашнего дня. Мерц бросил вызов всей этой системе, он демонстративно отстраняется от политики компромиссов, лояльности к Европейскому Союзу и бесконечного консенсуса. Его лозунг – суверенитет, порядок и стратегическая автономия.
Но за каждое слово ему приходится бороться в министерстве, в парламенте и даже внутри своей партии. Кабинеты власти превратились в поле боя. Здесь уже не обсуждают, здесь выдавливают, интригуют, шантажируют. Поддержка Фридриха Мерца идет от молодых политиков, предпринимателей и цифрового сектора. Но эта поддержка не организована. Она стихийна, хаотична, без четкой структуры. И этим пользуются старые элиты. Они до сих пор контролируют ключевые комитеты, СМИ, связи в Брюсселе и на внешнем контуре. Их цель не дать реформаторам сколотить полноценный блок, потому что если это случится, вся система рассыпется. Мы наблюдаем тихий внутренний переворот, пока без крови, без протестов на улицах, но с огромными ставками, потому что на кону контроль над Германией на десятилетия вперед. Будет ли это независимая страна с жесткой вертикалью или продолжение прежней модели с диктатом из Брюсселя и Вашингтона? Интересно и то, как молчат многие медиаплатформы, хотя в кулуарах Бундестага уже говорят, мы на пороге второго 1989 года. Только теперь рушится не Берлинская стена, а вся внутренняя архитектура старого порядка. Битва уже началась, и победит тот, кто сумеет не просто захватить власть, а удержать ее в условиях постоянной дестабилизации. Но и это еще не все. На наших глазах происходит то, что еще вчера казалось просто-напросто невозможным. Элиты, десятилетиями правившие в Германии и Европе, теряют свой контроль. Это не революция в классическом смысле, это мягкий переворот, где власть ускользает не через бунты, а через цифровые алгоритмы, экономические потоки и внутреннюю изоляцию старых центров влияния. Сегодняшний Берлин – это не просто столица ФРГ, это эпицентр цивилизованного сдвига. Молодые технократы, новые бизнес-группы, представители цифровых платформ становятся реальными игроками. Не формальными, не избранными, но фактически влияющими на политику, экономику и общественное мнение. У них нет фракции в Бундестаге, но есть ресурсы, есть скорость, есть глобальные связи и самое главное, у них нет обязательств перед старыми структурами. Тем временем системщики, это чиновники эпохи Меркель, старая партия, бюрократические каналы, оказываются в замешательстве. Они проигрывают эту информационную войну, они не успевают за новыми процессами, они теряют не просто влияние, они теряют язык, на котором говорят сегодняшние элиты. Они не понимают, как действуют новые механизмы силы, потому что жили в условиях прежней модели, медленной, структурной, предсказуемой. Самое здесь тревожное в том, что за этими новыми игроками нет легитимного мандата народа. Они не проходят выборы, они не участвуют в публичных дебатах. Их власть серая, завуалированная, но не менее мощная. Это вызывает закономерный вопрос. Кто теперь действительно управляет Германией? И кто будет управлять Европой, если Германия уже не под контролем? Старая Европа уходит, возможно, даже навсегда. Структуры ЕС трещат по швам, финансовые механизмы буксуют. Дипломатия теряет уважение, а в это время формируется новый порядок, в котором формальные институты остаются, но перестают что-либо вообще решать. Многие аналитики уже сравнивают происходящее с концом Римской империи, с той разницей, что здесь распад идет через цифровой контроль и экономические манипуляции, а не через армию и меч. Кто останется у руля, пока непонятно, но ясно одно – мир старополитической Европы уже не вернется. А давайте вспомним сразу и за финансовую сторону. Что-то явно происходит в середине немецкой экономики. Внешне все спокойно. Отчеты, пресс-релизы, сухие какие-то формулировки. Но под этим фасадом назревает нечто гораздо более серьезное. По закрытым источникам финансовых кругов Бундесбанк столкнулся с настоящим кризисом ликвидности. Это означает, что главная финансовая опора Германии испытывает трудности с исполнением своих базовых обязательств. Понятно, что-то пошло не так. И это не просто очередной экономический спад, это начало перезагрузки всей системы. В кулуарах уже говорят, идет не просто ослабление евро, идет подготовка к его трансформации. Евровалюта теряет доверие, инвесторы выводят активы, кредитные институты просят больше гарантий. А в это же время в правительство Фридриха Мерца внезапно ускоряет идею цифрового евро. То, что раньше обсуждалось на уровне теории, теперь подается как необходимый шаг к стабилизации. Совпадение или четко спланированный сценарий? Эксперты вообще в шоке, многие говорят, что мы стоим на пороге финансовой революции, но с непонятными целями. Некоторые аналитики открыто предупреждают, цифровое евро – это не просто удобство, это инструмент контроля. Каждый платеж, каждая ваша транзакция, каждое ваше движение денег
под наблюдением, а значит под управлением. И если раньше кризис решался с помощью экономики, то теперь его решают с помощью технологий и алгоритмов. Интересно, что об этом обратно же почти не говорят в мейнстрим-медиа. Нет громких заголовков, нет экстренных выпусков, но в деловых кругах паника. Банки готовят альтернативные сценарии, бизнес требует объяснений, а в социальных сетях уже гуляют теории. Не связан ли текущий кризис с подготовкой к полному финансовому переформатированию всей абсолютной Европы? Немецкий Бундестаг всегда был символом стабильности, но если сейчас он трещит по швам, значит рушится не только экономическая система Германии, но и вся архитектура еврозоны. Кто перезапускает эту машину? Зачем и главное, в чьих это интересах? Может ли это быть частью более глобального плана по обнулению старой экономики и запуску новой, цифровой, централизованной, управляемой сверху? И если да, то кто будет держать в руках этот цифровой рубильник? Канцлер Фридрих Мерц подает свои реформы как путь в будущее. Он обещает экономическую стабилизацию, технологическое обновление, цифровой порядок. Но с каждым днем становится все яснее, этот путь может оказаться ловушкой, в которую Германия уже почти шагнула обеими ногами. Так называемый «Золотой план Мерца» – документ, который, по слухам, разрабатывался в закрытом формате еще до начала экономического кризиса. Его суть – это не только в финансовых мерах, это полный редизайн всей системы управления страной, от экономики до социальной инфраструктуры. В центре это цифровизация, цифровая идентичность, цифровые деньги, отказ от наличных и, что тревожит многих, тотальный цифровой контроль. Если раньше политика строилась на балансе интересов, теперь решения принимаются алгоритмами, управляют не политики, а цифровые платформы, банки, дата-центры и системы аналитики. Все красиво звучит: модернизация, эффективность, полная прозрачность, но между строк читается другое: контроль, централизованное распределение ресурсов и полное исчезновение анонимности граждан. Многие предупреждают, золотой план – это не про золото, а про власть. Настоящая цель не спасти экономику, а создать новую модель управления обществом, где каждый гражданин будет связан с цифровой меткой, где каждый платеж, каждый шаг, каждое решение отслеживается. Кто-то называет это прогрессом, а кто-то цифровым концом демократической системы. Вопросов становится больше, чем ответов. Почему все происходит так быстро? Почему решения принимаются кулуарно, без широкой общественной дискуссии? И почему основными бенефициарами новых реформ становятся не граждане, а крупные IT-структуры и финансовые кластеры? Мерц называет это спасением Германии, но все больше голосов утверждают: мы не в безопасности, мы в матрице, где каждая цифра – часть нового порядка. И теперь выбор у Германии простой: либо принять эту новую реальность с полным цифровым контролем, либо сказать нет и рискнуть всем. Если вам понравился мой рассказ, поддержите лайком и подпиской. До скорой встречи!